Здравствуйте, мои дорогие зрители! Привет, привет! А давайте мы с вами сейчас погадаем. Кто хочет с вами поговорить, что-то обсудить прямо сейчас, сегодня и сейчас. Прежде чем я начну наше с вами гадание, я вас хочу поблагодарить за то, что вы со мной. Я приглашаю вас традиционно поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик. И мы с вами продолжим. Итак, наша тема сегодня. Кто с вами хочет поговорить? О чем? Почему? Что? С чем человек идет к вам? Давайте будем смотреть. Это могут быть люди новые. Это могут быть люди, которые уже есть в вашей жизни. Давайте посмотрим. Итак. Прежде всего, первый человек, который хочет с вами поговорить, это что-то связано с работой. Возможно, о работе, например, предложить вам работу. Либо человек, с которым вы работаете, хочет с вами что-то обсудить. Мы рассмотрим подробнее сейчас. Дальше. Есть человек, который сейчас далеко от вас находится. Он в размышлениях, он о чем-то думает. Может быть, связано с вами, да? Это и ментальное расстояние, да, может, вы и живете на одной улице, но не общаетесь, допустим, но это и расстояние, скажем так, километры, когда человек реально от вас очень где-то далеко. Вот он хотел бы с вами поговорить. О чем мы будем сейчас раскрывать. И вот, вы знаете, вышла карта судьбы и страшного суда, поэтому здесь какой-то человек хотел бы с вами поговорить о судьбоносном чем-то, о чем-то очень-очень важном, о каких-то переменах, трансформациях, изменениях, возможно, в ваших с ним отношениях. Итак, мы вот эти две карты откладываем. И давайте рассмотрим, что по поводу работы. Итак, что по поводу работы, кто что. Снова вышла карта денежки, заработков. Мечевая десятка. Вы знаете, такое ощущение, что есть какой-то человек в вашей жизни, с которым у вас все было хорошо на работе, то есть был контакт, было доверие, вы были довольны, удовлетворены вашим или сотрудничеством, или каким-то контактом. Но на данный момент все резко как бы прервалось, оборвалось. Человек не может к вам достучаться, дозвониться. Это может быть, если вы планировали куда-то идти на работу, передумали, вот поставили человека в блок, да, передумали. Ну, это неправильно, конечно. Правильно все-таки объяснить, почему вы не хотите. Это могли быть какие-то контакты по работе, какая-то коллега, допустим, ваша, да, подруга, общались, почему-то резко что-то нарушилось. Вот хочет с вами поговорить, обсудить что-то. У вас нормальные были отношения, что-то было хорошо, но прервалось. Почему прервалось? Посмотрим, что случилось. Так, во-первых, это женщина, однозначно понятно. Но она сама виновата, эта женщина. Она себе позволяла какие-то вещи в вашу сторону непозволительные. Она как будто, может быть, прошу прощения, как очернила вас, а себя обелила. Видите, идет как человек себя защищает, а кого-то, может быть, наоборот. Либо, как знаете, когда человек бывает на кого-то сбрасывает свою вину. Вот на работе перед начальством, например, сказала, что вы в чем-то там виноваты, вы сделали неправильно. Такой момент может быть. Здесь играет роль, может быть, какая-то зависть к вам. Зависть как к человеку, как к личности, к вашей мудрости, уму, к тому, как к вам относятся сослуживцы, допустим. Либо, может быть, сколько у вас там, сколько вы зарабатываете, как вы зарабатываете, да? К вашей личной жизни, к вашей красоте, в конце концов. У человека есть зависть. Она как хочет на вашем месте побыть, оказаться, понимаете, как сдвинуть вас. Начиналось все нормально, а потом вот вылезли вот эти рожки, понимаете, вот этот характер, либо вот эта зависть вылезла, и началось такое негативное поведение со стороны этой женщины. Так, причем себя она вот как-то защищает, а вас, наоборот, как наталкивает на какие-то, понимаете, ножи, скажем так.
Либо, допустим, может, если вы работодатель, да, вы взяли человека на работу, все так было хорошо, вам так нравилось, а потом как понеслось, то не вышла на работу, то опоздала, то что-то выдумала, нафантазировала. В общем, понеслось такое, что вы понимаете, что вы полностью разочарованы, допустим, в этом человеке. Вот что-то с работой связано, что было ничего, так нормально, да, полетело как-то в тартарары. Ну так о чем ты хочешь поговорить? Давай, раскрывайся. О чем ты хочешь поговорить? Вернуться, может быть, хочет, да? О чем она хочет поговорить? Ну, прежде всего, я вижу то, о чем она хочет поговорить, это ее иллюзии. Ей кажется, что это возможно что-то там вернуть. Скорее всего, вас она, возможно, видит как императрицу, то есть в вашей воле, в ваших силах, может быть, помочь ей, либо что-то восстановить. Либо, например, может быть, человек даже хочет попросить прощения, сказать, давай мы разберемся, давай мы поставим жирную точку на прошлом и скажем, ну, будем хорошо дальше общаться. Нет, это ее иллюзии. Это она себе одела розовые очки. Потому что вы этого человека в своей жизни, скорее всего, не хотите уже, скажем, не то чтобы видеть, но точно доверять там или дружить вам этого не хочется. То есть, да, разговор с вами такой хочет она, эта дама, но и видит перспективы. Но карты говорят, что перспектив-то таких и нет. Так. Но здесь еще мужчина замешан, скорее всего. Смотрите, здесь может такое быть, что мужчина, понравился ей ваш мужчина, либо у вас может быть, знаете, как роман на работе, служебный роман, вам, может быть, есть даже отношения с императором, а у нее мечта, знаете, все это изменить, настроить, повернуть его внимание на себя. Вот здесь такой может еще быть момент, когда служебный роман. Что она тогда хочет вам сказать, если она хочет? Что она хочет? Фантазерка. Она как будто хочет... Во-первых, себя обелить, как я уже сказала, например, сказать вам, что она ни в чем не виновата. Допустим, если эта соперница даже там писала ему или звонила, что это был просто флирт, как бы она ни при чем, они друг другу не подходят. Еще может сказать, что они давно знакомы, и это, может быть, дружеские были отношения. Но доверять ей, в общем-то, нельзя. Этой девушке, этой женщине доверять нельзя. Зачем она это делает, я вам скажу. Она проходит сейчас свои уроки. Уроки, которые ее, конечно, она получит тут свое наказание, этот урок. Закончится для нее поражением, она получит, ну, что-то вот вроде стыда, допустим, увольнение, вот такое что-то идет. И будет в будущем помнить это хорошо и, возможно, не действовать так. Потому что она вот решила, знаете, поспорить, побороться за то, что не свое, не ее. А она вот решила поспорить и побороться. Да, дьявол ее на это подтолкнул. Ну, дьявол, страсти, да, что там внутри кипело, то и подтолкнуло. Вот такой человек хочет с вами поговорить. Скорее всего... Либо вы работали когда-то, может, с этой дамой, да, с этой женщиной, и что-то там произошло, а теперь она хочет как бы возобновить контакт. Итак, следующий у нас герой, так скажем, да, кто хочет с вами поговорить, человек на расстоянии. Ну, давайте раскроем этого человека. Почему на расстоянии, что случилось? У вас любовь с ним была? Видите, вышла карта старший аркан влюбленные. Королева. Так, у вас с ним была, с этим мужчиной была любовь. Здесь вы показаны жезловой королевой. Здесь так может быть. Эта королева можете быть вы, но может быть, например, вмешалась какая-то дама, да, в ваши отношения. Собственно, поэтому он теперь и далеко, да, если вы так решили. Но это также можете быть вы. Мы сейчас раскроем. Это можете быть вы. И тогда здесь какие-то воспоминания, в общем-то, тяжелые, мечевые. Воспоминания, от которых хотелось бы избавиться. У этого короля есть о вас. Есть прекрасные воспоминания, которые он помнит и хочет помнить, и будет помнить всегда. Но есть тяжелые, от которых он хотел бы избавиться. Что за воспоминания?
от которых хотел бы, ну, хорошее, то понятно, а то, от чего хотел бы избавиться. Что это? Давайте посмотрим. Так, это о вашем расставании, о том, как кто-то уходил. Видите, восьмерка кубковая, либо вы ушли, либо он ушел, либо кто-то кому-то указал на дверь. Это когда человек уезжал. Кстати, здесь же не обязательно ссора, вы же понимаете. Это может быть человек просто уехал куда-то далеко. Для некоторых вот этот его уход или отъезд может даже быть связан с опасностью. Вышла карта смерти. Видите, уход, две карты дороги, колесница, да, человек уезжает, перемены большие в жизни происходят. Когда уходит, да, у него остается сердце там, где он, откуда он уходит. И вот карта опасности показана. Поэтому здесь может быть даже действительно для кого-то показан, как отъезд куда-то у человека связан с опасностью. Также, может быть, человек этот болеет сейчас, где-то далеко болеет, сожалеет, допустим, что он ушел когда-то, либо вы ушли. Он сейчас в недомоганиях, да, в тяжелых. А это может быть еще депрессия, стресс, когда он просто стрессует, что когда-то такая перемена в его жизни произошла. Так, ну давайте посмотрим. Если вот здесь не расстояние из-за обстоятельств, а реально человек что-то там сделал неправильно, сожалеет ли он об этом? Сожалеет ли он об этом? Так, эту карту я разверну. Это, просто она не очень такая корректная. Так, четверка кубковая, да, он часто об этом думает, он чувствует себя одиноким, ему некомфортно, он вспоминает о том, насколько вы были в его жизни праздником жизни и сожалеет о случившемся. Сожалеет. Он почему-то не может сейчас действовать. Он как не может вернуть сейчас то, что было. Понимаете, он, видите, по восьмерке мечевой, он как скован. Опять же, либо обстоятельствами он не может, потому что над ним есть какие-то люди, которые, допустим, управляют им, даже могут с работы, допустим, не отпускать. Вот нет и все, вот не может он приехать, да. Это может быть внутреннее, когда он не может себе позволить там посмотреть в глаза после чего-то там, что произошло, обстоятельства. Это может быть болезнь, что-то сдерживает его вернуться к этому празднику жизни. И человек, да, очень сильно сожалеет. Тогда о чем он думает? Планирует ли он все-таки в будущем, когда у него получится, да, возможно, встретиться? И о чем же он хочет вам сказать? Давайте посмотрим. Так, он хочет вам сказать, что вы для него являетесь очень ценной женщиной, главной женщиной. Видите, вот здесь у нас королева сидит, и прямо вот лучи вокруг ее головы. То есть, вы как на первом месте. Все крутится вокруг вас и ради вас. То есть этот человек точно понимает, если он вас потерял, то понимает, что он потерял. Сожалеет очень сильно. И он все-таки дорога будет. Видите, дорога будет. Но не скоро. Не скажу, что скоро. Шестерка всегда дорога. Пентаклевая это все-таки такая дорога долгая. Дорога, когда с ожиданием она происходит. Здесь еще карта помощи. Как будто, вы знаете, может быть, ему кто-то поможет, чтобы он рядом с вами оказался. Либо ему нужна помощь. Ценит, любит, хочет и приедет обязательно. Такой факт будет. Вы знаете, здесь могло быть вмешательство другой женщины в ваши отношения, и поэтому они так полетели в тартарары. Но пришел момент, когда он и переосмыслил, и вы для него, конечно, главная центральная карта, главная женщина, ценная. Для кого-то может даже показать жену, на самом деле, да, если вы женаты. Так, с чем придет? Ну, хорошо, давайте посмотрим, с чем придет. Он придет обязательно. С чем придет? С новым шансом. Будет говорить, дай мне шанс. Будет говорить, давай возьмем еще один шанс, давай попробуем. Здесь еще может быть показан человек, который, например, на расстоянии. И если были договоренности, что вы увидитесь, что вы приедете, кто-то к кому-то, да, вы встретитесь обязательно. Вот эта любовь на расстоянии здесь еще может быть показана. Когда долгое ожидание привело к тому, что отношения прекратились, да. Вы, может быть, даже сказали, да, мне не подходит. И вот человек как осознал, и будет все-таки ехать, будет к вам ехать. Причем сам будет ехать, не то, что вас приглашать, а сам будет к вам ехать. Вот идет выход
из ситуации из подвешенной станет реальной, начнется движение. Понимаете, вот он этот шанс, он как понял, да, что тянуть больше некуда. Все, надо просто уже действовать, потому что реально можно потерять. Смотрите, вот вышла здесь Верховная Жрица. Конечно, возможно, он такой видит вас, например, думает, а может иногда вам и говорит, либо скажет, да, ты что, меня приколдовала, да, примагичила, почему вот меня так, ты прям держишь меня на крючке, что я не могу от тебя, не могу тебя забыть. Вот, может такое быть. Здесь также может быть, когда вы действительно по Верховной Жрице действительно делали какие-то ритуалы для того, чтобы он о вас вспомнил и снова появился на вашем пороге. Вот такой момент идет. Ну, однозначно здесь что? Человек будет говорить о восстановлении отношений, о том, что он хочет вас видеть. Он сожалеет о произошедшем, если там было вмешательство другой дамы. И человек будет предлагать новый шанс. Давай начнем сначала, давай возьмем этот шанс. Ну, вот такой он показан здесь. Вот такой человек и то, что он хочет вам сказать. Теперь мы пойдем дальше. У нас есть еще третья карта. Это у нас карта судьбы. Судьбоносный момент, судьбоносный человек, судьбоносный разговор. Давайте раскроем. О чем этот человек? Кто этот человек, прежде всего, давайте посмотрим. Кто этот человек? Может быть, это даже вот этот человек, которого мы только что видели, да? Как бы продолжение истории. Ну, для кого-то это совсем новая история. Итак, здесь точно про любовь. Вышла девятка, кубковая девятка. Это карта любви, чувств, желания, страсти. Это также карта родной крови, поэтому здесь, возможно, с вами хочет поговорить человек, который родной вам по крови, прямо, понимаете, жидкости идут, видите, девяточка кубковая. Вот собрались люди, тут празднуют, видите, разного возраста, как бы, допустим, семья. Но это такая вот она девятка, очень многозначительная, поэтому здесь может быть как мужчина судьбоносный, так и человек, который, ну, по судьбе точно, потому что он вообще кровный ваш родственник, да, и так, может быть, хочет с вами говорить, хочет с вами встречу. Так. Здесь показан человек, который каким-то образом потерял свою силу, либо какое-то влияние на вас потерял, власть, может быть, потерял. Человек ваше, да, по судьбе вам, с вами рядом идущий, желающий быть рядом с вами и дальше, как идет по двойке, видите, бездействие, либо потеря силы какой-то. А почему силу потерял? Что случилось? Давайте посмотрим. Почему потерял силу? Что-то долго ожидал и потерял свою силу, потерял свое влияние. Так, здесь так. Человек совершил какой-то поступок, ну, как детский, как для мужчины, допустим, непозволительный в том плане, что необдуманный какой-то поступок, понимаете, незрелый, как незрелый человек, что-то такое сделал. И очень долго не делал шаг навстречу. Вот она, семерочка пентаклевая, долгое ожидание. И так это все затянул, что теперь все, он потерял свою силу, власть и возможность какую-то, понимаете, к вам подойти, что ли, да, вот этот человек. А что ты сделал? А ну давай рассказывай, что сделал? Боже, башня, что разрушил отношения. Смотрите, для тех, у кого это родной человек показан, это может, например, взрослый сын или дочь. Вот поругались, да, сильно, например, с мамой там, и не объявлялся долго, как бы своим делом занимался. А теперь, например, осознал, что ну любит же, ну родная же, да, а почему-то не может проявиться, не может действовать, как нет сил, нет уверенности в себе, в конце концов, да, уверенность в себе – это очень большая сила. Человек, который разрушил что-то. Для кого-то это, конечно, человек, который любит вас, просто мужчина ваш, да, что-то разрушил по глупости, по совершеннейшей глупости. И не пришел вовремя, чтобы объясниться. Вот будет проявляться такой человек. А что ты скажешь? Что ты скажешь?
Но от него и не деться никуда, он же судьбоносный. А что ты скажешь? Давай, рассказывай. Угу. Ничего себе, 3 старших аркана. Вы знаете, вот первая же карта, Фортуна, еще и в связке со всеми остальными старшими арканами, вот говорит, что то, что человек придет к вам на разговор, это неизбежность. Это то, что суждено. Это то, что произойдет. Этого человека к вам ведет сама Вселенная. Понимаете? Рядом с ним есть ангелы-хранители, которые помогут достучаться ему до вашего сердца. Кто бы он ни был, ваш любимый человек, ваш родной человек, колесо вращается, все может измениться до неузнаваемости, перевернуться. То есть насколько сейчас все, возможно, на самом деле плохо, да, настолько все будет на самом деле, будет хорошо, потому что еще рядом карта мага вышла. Вот, кстати, карта мага. Если этот мужчина, ваш мужчина, да, мужчина по судьбе, то по карте мага он один сейчас. У него нет половинки. Он никого, значит, не искал вам взамен. Понимаете? Потому что это маг всегда показывает одиночество. Когда человек сам принимает свое решение, что никого к себе, скажем так, не подпускает. Потому что в его сердце, в его душе, в его любви, в его жизни, да, есть, ну, человек номер один, это вы. И других он туда не допускает. Сейчас здесь показано, что он именно идет как сам по себе, как человек-одиночка. Но он хочет это изменить. Именно с вами хочет изменить это свое состояние. А как он хочет его изменить? Он хочет примирения. Он хочет спасения. Хочет найти с вами свое вот убежище. Понимаете? Зайти с вами наконец-то в мир. 3 старших аркана. Как бы больше нечего даже говорить. Здесь точно судьбоносный человек будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы быть с вами снова вместе, примириться. Опять же по карте мага, да, все возможности, все есть вот у него здесь артефакты всех стихий. Человек будет стараться для того, чтобы оказаться рядом с вами. Какие бы там ошибки он не допустил. И если это ваш родной человек, да, все бывает в жизни. Бывают, люди ссорятся, годами не разговаривают, к сожалению, такое бывает. При этом любят друг друга. Ну вот, допустим, не могут простить, или кто-то не появляется на пороге. Либо это человек, который любит вас. И вот так случилось, да, из-за какой-то глупости судьба. Даже не судьба развела, человек пошел поперек судьбы, понимаете? И вот здесь этот человек придет с тем, чтобы примириться. Вот такие у нас сегодня люди хотят поговорить, о чем и почему. Мы все это с вами выяснили. Пожалуйста, в комментариях напишите, насколько вы прочувствовали и поняли, что это касается вас, что в вашей жизни есть такие люди. И пускай у вас все будет хорошо, и все будет замечательно. Я вам желаю этого от всей души.